Известие о том, что вы станете родителями, это всегда повод для радости. Однако бывает, что все идет не так, как ожидалось, и то, что должно было стать простым и одним из самых прекрасных моментов нашей жизни, превращается в серьезную проблему и предмет всеобщего интереса. Моника и Педро Вега были молодой супружеской парой из Колумбии, живущей спокойной жизнью в своем небольшом уютном доме на окраине Барранкильи, в одном из лучших жилых кварталов всего города. Пара познакомилась на работе, так как оба занимались риэлторским бизнесом и были одними из лучших продавцов недвижимости в округе. Их брак не заставил себя ждать, и уже через год после начала знакомства пара связала себя узами брака на небольшой религиозной церемонии, во время которой они поклялись друг другу в вечной любви в присутствии семьи и близких друзей. Изначально пара не планировала заводить семью, но после 2 лет брака их желание стать родителями усилилось, и они начали пытаться зачать своего первого ребенка. К сожалению, все попытки, которые они предпринимали в течение года, заканчивались неудачей, в результате чего их обоих начали одолевать тревога и страх, что они не смогут стать родителями. Не волнуйтесь, Моника, в наше время существует множество способов зачать ребенка. В первую очередь мы проведем обследование, которое выявит причину, по которой у вас не получается забеременеть, а затем оценим, какое лечение будет наиболее подходящим для вашего случая. Согласны? Спокойно объяснил уважаемый доктор Мигель Пара Сааведра, один из самых известных в стране врачей в области традиционной гинекологии, а также применения и исследования методов лечения бесплодия. Обязательно, доктор. Мы знаем, что вы лучший, и мы не можем быть в лучших руках. Мы сделаем все, что вы нам посоветуете, сказала ему Моника, стараясь сохранять позитивный настрой. Это было нелегко, и путь, который пришлось пройти супругам Вега, чтобы стать родителями, оказался длиннее и сложнее, чем они думали, поскольку в первые недели беременности Моника пережила 2 выкидыша. С каждой неудачей пара все больше уставала, их надежды угасали, но они не прекращали попыток, пока, наконец, одним летним утром не пришли хорошие новости. Моника была беременна, и впервые с тех пор, как они начали заниматься искусственным оплодотворением, эмбрион выдержал первые недели беременности и дожил до 6 месяцев без каких-либо осложнений. Вы уверены, что все в порядке, доктор? Мы так долго ждали и пережили столько разочарований, что я до сих пор не могу в это поверить. С моим ребенком все в порядке, правда. За последние несколько лет Моника стала более скептичной, чем обычно, из-за многочисленных неудач в попытках забеременеть. В результате каждый визит в больницу, чтобы проверить состояние плода, превращался в допрос врача, чтобы убедиться, что все идет по плану. Все идет по плану, миссис Вега. Вам не о чем беспокоиться, заверил ее врач, глядя на экран монитора, на котором можно было увидеть ребенка в идеальном состоянии. Или, по крайней мере, так это выглядело. В тот момент Моника находилась на последней стадии беременности, и до встречи с малышом оставалось всего пара месяцев. Супруги решили не знать пол ребенка до самого дня родов. Они хотели, чтобы это был сюрприз, прекрасно понимая, что будут одинаково рады, независимо от того, мальчик это или девочка. Однако прежде чем встретить своего первенца, супругам предстояло преодолеть еще одну неудачу. Серьезную проблему, на которую никто не рассчитывал и которую не мог предвидеть даже врач, ведущий их беременность. У плода образовалась небольшая киста, которая росла вместе с ребенком. Доктор Мигель Пара впервые увидел кисту, когда Моника находилась на 35-й неделе беременности, за 5 недель до полного срока. Акушер считал, что у плода киста печени – редкий тип кист, которые легко удаляются при рождении ребенка и не представляют опасности для его жизни.
Однако первый диагноз оказался ошибочным, и лечить проблему будет гораздо сложнее. Увидев шишку во время обычного УЗИ, врач попросил провести дополнительные тесты, чтобы исключить другие виды пороков развития. Так, благодаря цветному, доплеровскому и 3D УЗИ, проведенному в больнице, доктор Паро Саведра смог увидеть, что в заполненном жидкостью пространстве действительно находится крошечный ребенок, поддерживаемый отдельной пуповиной, которая брала кровь в месте соединения с кишечником старшего близнеца. Странное явление, которое специалисты называют рождением плода в плоде, явление крайне редкое, но не беспрецедентное. Подобные случаи уже были. Этот странный феномен беременности был впервые описан в британском медицинском журнале в 1808 году, и считается, что он встречается в одном случае из 500 тысяч родов. В последние годы подобные случаи произошли в Индии, Индонезии и Сингапуре. Однако последний случай был еще более необычным, поскольку врачи четко определили плод во время беременности, а не после рождения ребенка. Когда врач сообщил супругам о своем открытии, миссис Вега запаниковала. Что? Нет, доктор, это невозможно. Вы же говорили мне, что все в порядке. Как такое могло случиться? А мой ребенок, что с ним будет? Он умрет. Скажите мне правду, доктор. Моника не смогла сдержать слез и разрыдалась в объятиях мужа, который сидел рядом с ней и был так же растерян, как и она. Доктор, которому приходилось сталкиваться с подобными и даже худшими ситуациями, умел сохранять спокойствие и, дождавшись, пока миссис Вега успокоится, он шаг за шагом объяснил им, что происходит и какие меры будут приняты в ближайшие недели. В больнице хотели задокументировать этот случай и придать ему должное значение, поскольку подобное лечение проводилось впервые. Из согласия родителей уведомили местную телекомпанию, которая следила за миссис Вега с момента рождения ребенка. Милой девочки, которую в итоге назвали Ицамарой, до операции по удалению частично сформировавшегося близнеца из ее тела. Все будет хорошо, Моника. Ваша малышка сильная, и плод, сформировавшийся рядом с ней, не представляет опасности для ее жизни. Подобные операции проводились и раньше, и всегда успешно, так что вам не нужно бояться. Мы позаботимся о вас и вашем ребенке до конца, я вам обещаю, заверил Монику доктор за несколько дней до рождения ребенка. И вот, после долгого ожидания, дней страха и неопределенности, 22 февраля, когда миссис Вега была на 37-й неделе беременности, а ребенок весил около 2 килограммов, врачи решили сделать кесарево сечение, так как боялись, что внутренний близнец может раздавить органы брюшной полости. Рождение маленькой Цамары прошло успешно. Красивая кореглазая темноволосая девочка весила более 2 килограммов и была абсолютно здорова, несмотря на крошечный плод, прикрепившийся к ее маленькому животику. На следующий день после рождения девочки врачи Паро успешно удалили плод-близнец лапароскопическим методом. Плод размером около 5 сантиметров имел рудиментарную голову и конечности, но не имел мозга и сердца. Его нельзя считать человеческим плодом, поскольку ткани, которые мы удалили у ребенка, были безжизненными. Это совершенно беспрецедентный случай, и мы очень рады, что все прошло хорошо и что и мать, и маленькая Ицамара полностью здоровы, объяснил доктор представителям СМИ, полный радости и гордости за проделанную его командой работу. Зародыш в плоде иногда ошибочно диагностируется как тератома, опухоль, которая может содержать костную, мышечную ткань и волосы. В настоящее время проводится сравнение ДНК плода, извлеченного из вашей дочери, но мы абсолютно уверены, что плоды были идентичными близнецами из одной яйцеклетки. В действительности вы могли бы стать родителями близнецов.
Но что-то пошло не так во время формирования одного из эмбрионов и вызвало странное явление, свидетелями которого мы все стали, объяснил доктор Мистеру и миссис Вега через несколько дней после рождения их дочери и извлечения плода, который прикрепился к ней. Как это возможно, что они не могли понять, что происходит до последнего месяца беременности? Спросил заинтригованный Педро Вега. На самом деле то, что мы смогли увидеть плод до рождения ее дочери, довольно необычно. Считается, что состояние плод в плоде возникает вскоре после 17-го дня беременности, когда эмбрион сплющивается, как диск, а затем складывается сам на себя, образуя вытянутый плод. Однако этот тип заболевания может оставаться незамеченным даже в течение многих лет. Например, известен случай, когда 45-летняя англичанка, живущая на Кипре, была прооперирована по поводу 10-сантиметровой опухоли на яичнике. Однако, когда врачи препарировали ее, оказалось, что опухоль имеет частично сформированное лицо с глазом, зубом и черными волосами. Врачи пришли к выводу, что это был близнец, которого он поглотил в утробе матери. Это действительно редкое явление, которое очень сложно обнаружить. Но, к счастью, наука шагнула далеко вперед, и мы смогли увидеть это быстро, чтобы избежать каких-либо осложнений. И мы смогли быстро увидеть опухоль, объяснил доктор супругам, желая успокоить их и развеять все сомнения, которые у них еще оставались. Огромное спасибо за все, что вы сделали для нас и нашего ребенка, и прежде всего спасибо за ваше тепло и терпение. Не все врачи умеют сопереживать и пытаются найти общий язык с пациентами. Мы всегда будем благодарны вам, доктор. Вы и ваша команда спасли жизнь моей маленькой девочки. Мы будем вечно у вас в долгу, сказала миссис Вега доктору, держа на руках свою девочку и широко улыбаясь ей. Моника была очень довольна тем, как все обернулось, и на ее лице отражались благодарность и умиротворение, которые она испытывала в этот момент. И она, и ее муж чувствовали себя самыми счастливыми людьми на свете, ставшими родителями, особенно после мучений и переживаний последних недель, предшествовавших рождению их дочери. В настоящее время развитие маленькой Цамары идет благоприятно, и, по словам врачей, у девочки не будет никаких последствий, кроме небольшого шрама на животе, который исчезнет с годами. Сейчас и Цамара Вега – обычный ребенок, если не считать того, что о ней говорит Палмира. Но и это, к счастью, пройдет. А с годами и она, и ее родители смогут вспоминать о ее появлении на свет с чувством благодарности за то, что было, а не за то, что могло бы быть. Вам понравилась эта трогательная и удивительная история? Если да, то мы приглашаем вас оставить комментарий, в котором вы выразите свое мнение. Если вы хотите и дальше наслаждаться вдохновляющими историями, подобными этой, подпишитесь на наш канал или посмотрите другие видео, показанные в нижней части экрана. Спасибо за просмотр.